Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давно работали, ну и с новым узорчиком. Итак, все по порядку. Вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Летний, демисезонный, зимний. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному, поэтому пробуйте, вяжите. Но я в свою очередь расскажу про ниточки, с которыми работаю сегодня. Называются они Газал Baby Cotton. В моточке получается 50 грамм, в 50 граммах 165 метров. По составу. Смотрите, это 60% хлопок, 40% это акрил. Идем дальше. Здесь нам советуют производители. Вот, берем крючок от двоечки до троечки, то есть 2-3 миллиметра. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, поэтому вот я беру крючок номер 3. Вы в свою очередь берете свою пряжу, точно так же читаете аннотацию к пряже и подбираете правильный крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего качества, читабельная, цветная. Вы все поймете. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто не умеет, повторяйте за руками, но обязательно смотрите, как те или иные элементы, которые мы с вами провязываем, отмечаются на схемках. Так вы быстро научитесь работать самостоятельно с любой схемкой. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я, например, наберу 5 раппортов, это будет 30 воздушных петелек, и 3 петельки дополнительно вы увидите, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я наберу 33 воздушные петельки, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда, делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот моя цепочка, мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутались в воздушных петельках. Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратно вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом. Накид по порядку, следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Опять накид по порядочку, следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. И так вы провязываете до конца ряда. Нам необходимо провязать всю цепочку. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот я набрала 33 воздушные петельки. Значит, по итогу у меня должно получиться 33 столбика. То есть сами себя контролируйте. И все. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот мы провязали наш самый первый столбик, да? Дальше накид. Идем, шагаем во второй столбик, за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. Считаем. 3 петельки подъема это имитация столбика. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом,
и 3 столбик с накидом по порядку. Все, несложно. Дальше, смотрите, делаем накид, пропускаем верхушку одного столбика и через столбик прыгаем и провязываем столбик с накидом. Считаем 1. И по порядку следующий столбик, столбик с накидом 2. То есть мы как бы немножечко столбики наши наклонили, видите? Дальше смотрите, что мы делаем. Накид. Возвращаемся обратно к столбику, который пропустили. И здесь вы можете возвращаться либо спереди, либо сзади, как вам будет удобно. Я буду заходить сзади, видите? То есть за столбиками. Берусь за верхушку столбика, который пропустила. Вытягиваю ниточку и провязываю. Смотрите внимательно. Вначале одну петельку, потом 2 петельки и 2 петельки. У меня как бы столбик такой будет немножко удлиненный. Видите? Он, получается, наклонился. Вот, немножечко удлиненный. Все. Вот такой крестик у нас получается. Дальше что мы делаем? Накид. По порядку следующие 3 столбика провязываем, как обычные столбики с накидом. Считаем. 1. Следующий сюда 2. И следующий сюда по порядочку 3. То есть вот такая вот у нас картина получается. Видите? 3 столбика, крестик, 3 столбика. Дальше опять будет крестик, точно такой же. Получается накид, столбик пропустили и в следующий столбик провязали столбик с накидом 1. И по порядку в следующий столбик, столбик с накидом 2. Опять как бы наклонили наши столбики. Теперь накид. И я возвращаюсь сзади. Вот тот столбик, который я пропустила, к нему возвращаюсь. Но я возвращаюсь за столбиками. У меня будет такой узорчик за столбиками. Вот, берусь за верхушечку этого столбика. Вытягиваю ниточку. И провязываю столбик с накидом. Но, смотрите, вначале одну петельку. Потом 2 петельки и 2 петельки. У меня столбик чуть-чуть будет удлиненный, видите, потому что он такой вот наискосок, чтобы наше вязание не зажулькалось. Все. Вот такая вот получается картина с этой стороны. Вот такие вот незамысловатые крестики. И вот так вы провязываете до конца ряда. Совсем не сложно. То есть столбики, крестики, столбики, крестики. Все по порядку. Никаких столбиков вы не пропускаете. И вот так вот вяжете до конца ряда. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики, наши крестики. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как и начинали. То есть получается у нас были 3 столбика с накидом. И здесь 1, 2 столбик провязала я уже. И 3 столбик мы провязываем вот в 3 петельку подъема предыдущего ряда. Нырнули в 3 петельку, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен, краешек ровный. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И здесь будьте внимательны. Сейчас мы вот эти вот наши следующие 2 столбика будем провязывать как рельефные лицевые столбики с накидом. Смотрите, накид. Вот наш стоит столбик второй. Мы заходим за столбик вот таким вот образом. У нас получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 и 2. У нас получается рельефный лицевой столбик с накидом. Когда узорчик подрастет, рельеф будет очень красиво подчеркивать его. Накид. Следующий столбик точно так же. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Видите? Он такой немножко выпуклый. Дальше смотрите, что мы делаем. Накид. Вот наши 3 столбика крестика, да? 1, 2, 3. Второй столбик. Беремся за него. Провязываем столбик с накидом 1. И 3 по порядку столбик. За верхушечку беремся, провязываем столбик с накидом 2. Теперь, смотрите, для того, чтобы узорчик наш так вот как бы зигзагом шел, да, на лицевой стороне, я предлагаю данный столбик, следующий, вот вернемся опять к первому столбику, так, но провяжем его, смотрите как, накид спереди, перед столбиками. Немножечко неудобно, но будет очень красиво.
Спереди перед столбиком беремся вот так вот за верхушечку. Сейчас. Вы можете, конечно, и сзади браться, у вас будет такая переплетающаяся косичка, но мне нравится как бы больше с этой стороны. Вытягиваем ниточку и провязываем опять 1 петелька, чтобы был удлиненный, да, на столбик. Потом 2 петельки и 2 петельки. Видите, вот такой как бы зигзаг формируется. Следующие 3 столбика провязываем как рельефные лицевые столбики с накидом. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Раз рельефный столбик, 2 рельефный столбик и 3 рельефные лицевые столбики с накидом. Видите? Вот так они выглядят. Дальше опять идет наш крестик. Накид. 3 столбика. 1, 2, 3. Второй столбик вначале провязываем. Потом 3 столбик провязываем. А потом возвращаемся к первому столбику. Вы можете возвращаться сзади, как мы провязывали самый первый ряд, да? Вот так вот сзади. Попробуйте, у вас будет косичка переплетаться. Но я хочу сделать так, чтобы у меня был зигзаг спереди. Накид. Возвращаюсь вот к первому столбику. Захватываю, как мне будет удобно. Вытягиваю ниточку и провязываю удлиненный столбик. 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. И у меня получается будет так вот здесь зигзаг шагать. Видите? И все. Опять дальше. Рельефные лицевые столбики с накидом. То есть здесь без изменений. Тут все понятно. Провязывайте. 1, 2, 3. И так далее. Шагаете до конца ряда. Все. Узорчик начинает немножечко уже расти. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся, посмотрим, что получается. Так, смотрите, постепенно красота наша растет. Рельефные столбики на зигзаги. Как мы заканчиваем наш ряд? Итак, последние 2 столбика провязали рельефными лицевыми столбиками с накидом. И делаем накид. И там, где 3 петельки подъема, аккуратненько в 3-ю петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязали обычный столбик с накидом. И на этом наш ряд закончился. Видите? Все, краешек ровный. Красота. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь смотрите, в данном ряду все рельефные столбики у нас будут изнаночными. Ну, чтобы мы сохранили рельефность. Поняли, да? Итак, делаем накид. Вот наш 2-й и 3-й столбик. Смотрите, как провязываем. Захватываем столбик спереди назад. Смотрите, столбик получается за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. 3-й столбик точно так же. Захватили столбик спереди назад. Столбик у нас за крючком. Видите? Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Все, вот у нас 2 рельефных столбика, только в данном случае они у нас изнаночные. На лицевой стороне они будут выглядеть вот так. Смотрите, видите? Вот такие вот как бы выпуклые 2 полосочки. Очень красиво. Идем дальше. Дальше у нас идет крестик. Помните, да? И чтобы сохранить опять же узор, как в моем случае я хочу сделать зигзаг, вы можете сделать косичку, а я буду делать зигзаг. Смотрите, накид. 3 столбика. 1, 2, 3. Первый точно так же пропускаем. Начинаем со 2-го. Столбик с накидом. 1. Столбик с накидом по порядочку. 2. Теперь возвращаемся к первому столбику. В данном случае возвращаемся сзади. Накид. Сзади за столбиками зашли. Взялись за верхушечку нашего первого столбика. Вытянули ниточку. И провязали вначале 1 петелька. Потом 2 петельки. 2 петельки. То есть удлиненный столбик. Поняли, да? То есть в данной стороне получается, на этой стороне вот так вот выглядит крестик. На этой стороне, смотрите, растет зигзаг. Вправо, влево, вправо. Поняли, да? Идем дальше. Следующие 3 столбика у нас рельефные. В данном ряду они у нас рельефные изнаночные. Накид. Захватили столбик таким образом, что он за крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2.
накид. Следующий столбик точно так же захватили, провязали. И третий столбик точно так же захватили, провязали. Вот такая изнаночка. Видно, что горизонтально, видите, полосочки формируются из петелек. Лицевая сторона вот такая вот. Как вам? Здорово, да? Все, и дальше опять крестик. Первый столбик пропустили, второй провязываем. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, и я возвращаюсь сзади. Оп, к первому столбику захватила, вытянула ниточку и провязываю. 1 петелька, 2, 2. Все, и вот так вот шагаю до конца ряда. Ничего сложного. Если что, перематывайте назад, повторяйте, как правильно провязать рельефные столбики. Все, до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встретимся. У вас получится. Давайте. Так, вот провязали до конца ряда. Красота потихонечку растет. Заканчиваем мы наш ряд. Смотрите, 2 столбика у нас были рельефные изнаночные столбики с накидом. И самый последний, точно так же делаем накид. В третью петельку аккуратненько нырнули предыдущего ряда, петельку подъема, и провязали обычный столбик с накидом. Все, ряд наш закончен, краешек ровный. Переходим на следующий ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, здесь весь ряд у нас будет лицевой. Видите, да? Лицевые будут рельефные столбики. То есть здесь мы провязываем все столбики рельефными лицевыми. Накид вы уже умеете провязывать. Столбик у нас перед крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Следующий столбик точно так же. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Все, здесь без особенностей, здесь все понятно, рельефные столбики. Дальше, вот идут наши крестики. В моем случае это зигзаги, видите, 1, 2, 3. Я буду дальше продолжать зигзагом. Первый столбик пропускаю, со второго начинаю. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Теперь возвращаюсь к первому столбику, но в данном случае, в данном ряду, возвращаюсь спереди, перед столбиками. Накид. К первому столбику берусь за верхушечку. Беретесь аккуратненько, как вам будет удобно, то есть можете переворачивать вязание. Так, вытягиваю ниточку и провязываю по вначале 1 петельки, потом 2 петельки и 2 петельки. То есть мой зигзаг потихонечку растет. Дальше опять рельефный лицевой столбик с накидом. 1, 2, 3. И опять крестик с сохранением зигзага. Со второго столбика 2, 3. К первому возвращаюсь в данном ряду спереди, перед столбиками. Захватываю верхушечку моего столбика. Берусь поудобнее, как мне удобно, чтобы захватить хорошо. Вытягиваю ниточку и провязываю 1 петельку, 2, 2. Удлиненный столбик. Все. И вот так вот до конца ряда. Не сложно? Не сложно. То есть суть какая получается? Всего лишь один ряд, по идее, мы провязываем, просто с небольшими нюансами. Рельефные столбики в одном ряду лицевые, в другом изнаночные. Лицевые, изнаночные. И здесь у нас точно такой же крестик, да? 2 столбика в одну сторону, 1 в другую сторону. При этом мы провязываем либо за столбиками, либо перед столбиками. Все. А так все то же самое, все одинаково. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Так? Посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что получится очень даже интересненько и симпатичненько. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, какая по итогу красота. Видите? Ничего сложного. Принцип узорчика вы уже поняли. И у вас должна получиться либо такая же красота, либо еще лучше. Из вашей пряжи, из ваших ниточек. Узорчик у нас получается односторонний. Изнаночная сторона. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона, конечно, за счет рельефных столбиков, согласитесь, выигрывает, да? Смотрите, из моей пряжи вот так вот тянется чуть-чуть.
И вот так вот тянется совсем чуть-чуть. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно пробуйте, вяжите образцы перед тем, как приступать к вязанию какого-либо изделия. Как вам? Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У всех все может быть по-разному. Вот у меня, например, получилось, смотрите, 16 сантиметров. И тут получается по рядочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И самый первый 11, тот, который мы набирали, вспомогательный в моем случае, это, ну вот, 9,5 сантиметров. То есть узорчик плотный. Узорчик не будет быстро расти. Нужно набраться терпения. Но согласитесь, оно того стоит. Это, конечно, кофты, кардиганы, жилетки, да? Но в данном случае вот из такой, например, пряжи. Опять же, толстая пряжа, конечно, узорчик будет расти быстрее. То потоньше пряжи, если, например, для летних изделий, то узорчик, конечно, будет очень красивый, но будет расти, конечно, медленно. Но вы же большие мастерицы, у вас много терпения, да? Вот такая красота. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.